Вот такой прекрасный борщ я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть. Подаваться будет со свежеиспеченным хлебом, либо печке, и со сметанкой. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я решил сделать борщ. Я давно это не делал, и что-то так захотелось. Все продукты у меня дома оказались, и я решил это сделать. И с вами же поделиться, и, может быть, вам тоже подкинуть идею. Так, в данный момент я уже поставил кусочки курицы вариться в этой кастрюльке здесь. И овощи у меня уже все почищены, то, что нам понадобится. И я сейчас в первую очередь, наверное, пропущу через терку морковку, свеклу. И там мы можем заняться зажаркой тоже в это же время. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Я взял 2 средние морковки, это, я думаю, что достаточно будет. Так. Теперь я возьму другую миску, пропущу через крупную терку нашу свеклу. Я возьму 2 маленькие брюквы, свеклы для этого. Вот и все. Сейчас это уберем. А тем временем у меня курица закипела, и снимем теперь пеночку. Вот так. И пускай продолжает у нас кипеть потихонечку. Итак, у меня здесь все овощи. Сейчас я немножко место освобождаю. И в первую очередь я возьму одну луковицу и порежу одну луковицу. Стол у меня весь все чистое. Сейчас я таким образом быстренько сделаю. У меня средняя луковица. Сейчас я порежу мелко и поставим жариться. Так. И здесь я взял мою любимую сковородку. Включаю газ сковородкой. Наливаю постное масло. И кидаем наш лук. А тем временем в эту кастрюлю мы сейчас добавим немного соли. Если надо, мы еще добавим соли. У меня вымытая перловая крупа. Пускай она варится. Она сварится как раз в момент, когда весь суп будет готовый. Крупа была вымытая и замоченная у меня в воде. Добавим душистый перец. Чуть-чуть, вот так. И добавим немножко черного перца. Вот так. И пускай потихонечку это варится, а мы займемся нашей зажаркой. Так, сейчас теперь сюда добавляю морковку. Пока у нас морковка там жарится с луком, мы порежем один перец. У меня болгарский перец. И тоже мы его немножко проджарим. Тогда он выдаст все вкусовые ароматы. И мелкими кубиками. Вот так. Но я сейчас в первую очередь дам хорошо луку и морковку прожариться, перед тем, как мы добавим наш перец. Так. Сюда мы теперь можем кинуть лавровый лист, чтобы немножко проджарился. Когда лавровый лист жарится, он выдает все вкусовые ароматы намного лучше. Тем более у меня этот свежий лавровый лист, что как раз немножко поджарится тоже. Вот так.
Пока там все жарится, мы возьмем наши помидоры и порежем наш томат. Жопки отрезаем. Ну, томат пойдет в самую последнюю очередь на зажарку. Так, посмотрим, что наша зажарка делает. Так, теперь на этом этапе можно добавить перец. Теперь сюда я добавляю нашу свеклу. Пускай свекла немножко прожарится, тогда добавим томат или помидор. Теперь на этом этапе в нашу зажарку добавляем помидор, томат и немножко томатное пюре. Хорошо все перемешаем и пускай продолжает у нас жариться все это. Тем временем я взял 2 большие картошечки и порежу на мелкие кубики. И все это мы отправляем в кастрюлю вариться теперь. А также не забываем помешивать нашу зажарку. Теперь я возьму зеленые оливки. Вот здесь у меня. И каждую оливку я порежу пополам и добавим туда вариться в суп, в борщ. Я никогда не добавлял оливки, а с недавнего времени стал, потому что я обратил внимание, в современном виде делают борщи, они добавляют оливки и даже лимон. И вот как раз у меня лимон тоже приготовленный сегодня. Лимон я буду добавлять сегодня первый раз в борщ. Ну, смотрев на YouTube и как люди говорят, это получается очень вкусно, так что я надеюсь, что вот так. И теперь отправляем это все в кастрюлю. Итак, на этом этапе я думаю, что зажарка у меня готова теперь. Сейчас выключаю газ и пускай она у нас стоит, ждет времени, как мы добавим туда кастрюлю. Для нашего борща я взял маленькую капусту. И мне этого будет достаточно сегодня. Сейчас я вычищу и порежем мелко. И так мелко порежем, и этого будет мне достаточно. Не знаю, кто-то смотрел я на YouTube, и с недавнего времени некоторые делают борщи вообще без капусты. Ну, у каждого свои вкусы. Но я лично думаю, что в борще немножко капусты должно быть. Потому что капуста дает своеобразный вкус тоже для борща. Мне вот так кажется. Ну, может быть, я заблуждаюсь, но... А то, что я в этот раз добавил оливки и лимон добавлю, я считаю, что это рецепт борща 21 века. Потому что лично я знаю, что мои моя мама никогда оливки и лимон не добавляли. Тем более бабушка всю свою жизнь прожила в сельской местности на хуторе. Вот так, этого достаточно будет. И пускай немножко подождет. Как у нас картошка сварится, мы туда кинем нашу капусту. Итак, на этом этапе, посмотрите, как красиво все это. Сюда мы добавим нашу капусту теперь. Капусту. Добавлю немного васаби. Это японская горчица. Она даст немножко остроту нам. И добавим нашу зажарку.
И единственное, что я сделаю, я возьму поварешку и немножко соки эти мы вымоем здесь, потому что здесь на дне сковородки самая вкуснота. Вот так промоется хорошо. Очень. Вот так промыли все. Идет теперь в кастрюлю. Сейчас накроем, пускай потихонечку это кипит. А мы тем временем порежем немножко лимон и добавим немножко лимон тоже. Итак, я взял большой лимон, так порежем. Немножечко совсем. Это не надо. И разрежем на 8 долек маленьких. Он даст еще кислинку. Туда борщ. Так что из-за лимонов и оливок, я думаю, что борщ можно назвать борщ 21 века. Так что теперь отправляем это в кастрюлю. Так. И пускай немножечко это все варится у нас. Итак, здесь я немножко взял зелени, укроп с петрушкой, немножко мы сейчас порежем и на тарелочку положим, и там мы уже в самом конце посыпем на суп. Вот так. Мне кажется, что всегда зелень хорошо идет к супам или ко всяким блюдам. Она дает очень хорошую такую свежесть. Вот так. Тем временем у нас хорошо борщ кипит. О, запахи вам просто не передать, какая прелесть. Пускай потихонечку это кипит, а я сейчас попробую на вкусовые качества и посмотрим, насколько это вкусно. Если надо еще соль добавить. Да, соль обязательно надо добавить здесь. Насколько вкусно получается. Так что теперь пускай это потихонечку у нас кипит. Итак, борщ у нас вовсю кипит. Посмотрите, какая прелесть. Теперь на этом этапе я выключаю газ и добавим туда наш чеснок. Тоже даст очень вкусный. И мы на этом этапе добавляем наш чеснок. Вот так вкусно сейчас будет все. И накрываем крышкой, и минут через 15 можно подавать на стол. Так, еще раз перемешаем. Накрываем. И через 15 минут можно подавать уже на стол. Ну, то, что у нас сегодня получилось, посмотрите, выглядит аппетитно, запахи аппетитные тоже. Сейчас посыпал немножко зеленью сверху. И к этому я еще испек хлеб в хлебопечке. Этот свежеиспеченный хлеб очень хорошо пойдет с борщом и также подаваться будет со сметанкой. Итак, сегодня я с вами поделился еще одним методом приготовления борща. Я давно не делал борщ, дело в том, что в сегодняшний борщ я добавил оливки, то, что совсем новое для меня. Я уже один раз попробовал с оливками, получилось очень вкусно. И также я сегодня первый раз добавил туда слайсы лимона. Когда попробовал на вкус, это обалденно вкусный борщ получился. Ну, конечно, век живи, век учись, как говорят, что я никогда так лимон не добавлял, а на YouTube я посмотрел, что в каких-то ресторанах так подается. И я решил попробовать, и, честно говоря, что это получается очень-очень вкусно.
И, конечно, к этому же борщу я сделал хлеб из хлебопечки. Я подумал, что это будет очень хорошо. И подается этот борщ со сметанкой. И кто хочет еще свежий чеснок, но у меня, к сожалению, в семье чеснок так не едят. Я борщ добавил, так, кажется, к себе на стол только я буду с чесноком есть. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст или дало какую-то идею сделать то же самое, или наподобие такого же, почему бы и нет. Я, ради бога, на этом канале никого учить не хочу, а я с вами просто делюсь тем, что я сам учусь на интернете и с вами делюсь новыми рецептами таким образом и показываю то, что я делаю у нас в доме на ужин или на обед. А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, своих близких, не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и